Пожиратель звезд – очень масштабное аниме с интересным миром и системой культивации. Люди становятся сильнее, повышают свои ранги и даже могут улучшать генетический потенциал. Также немаловажную роль играет оружие и броня, которые имеют четкую классификацию по уровням. Например, челнок Лофена и дуговое лезвие считаются 3-го класса и соответствуют уровню вселенной. Но сейчас у него есть оружие куда мощнее. То же касается и брони. Лофен развивался с самих низов, и вот он уже достиг уровня хозяина области или лорда домена. Однако он уже успел побороться с мастерами следующего класса, мастер мира или хозяин мира. Мы подробнее рассмотрим уровни культивации в Пожирателе звезд. Рассмотрим, что же идет дальше после хозяина области и мира. Каждый класс имеет свои уникальные особенности, и обычно разрыв в силе между уровнями просто огромный. Классы, в свою очередь, делятся на 9 уровней, после чего следует прорыв на следующую ступень. К примеру, в обычных условиях мастеру 9-го уровня вселенной практически невозможно победить мастера на 1-м уровне хозяина области. Но начнем с самого простого. 1-й уровень, начинающий или студент. Это практически обычные люди со слегка увеличенной силой. На пике скорость 25 метров в секунду и сила удара в 900 кг. И кстати, мы берем названия с оригинала, и они могут немного отличаться от того, как перевели в аниме. 2-й уровень, ученик. Здесь уже намного интереснее. На этом этапе практикующий укрепляет свое тело и сознание до предельного уровня с помощью генетической энергии. Мастер существенно улучшает тело и пробуждает генетическую энергию внутри. Большинство борцов на Земле находились на этом уровне и не могли пройти дальше. Хорошо нам известные боги войны – это подцарство класса ученика, 8 и 9 уровни. Сила удара становится около 200 тысяч килограммов, а скорость 900 метров в секунду. Это самый высокий ранг борца на Земле. В этом ранге боги войны могут в одиночку уничтожить целый город и сражаться в одиночку с целой армией обычных людей. Они чрезвычайно быстрые, даже быстрее большинства монстров, могут мгновенно убить любого монстра низкого уровня. Продолжительность жизни, как и в предыдущем классе, 100 лет. Лофен довольно долго находился на уровне ученика, и потом достиг пика, став богом войны. Те, кто превзошел богов войны, это 3-й уровень, планеты. Чтобы достичь прорыва и выйти на планетарный уровень, необходимо уплотнить энергию внутри собственного тела в миниатюрную планету. После того, как ядро сформировано, оставшуюся энергию можно ввести, чтобы преобразовать ядро в планету. Планета напоминает огненный шар или солнце. Для каждого последующего уровня от 1 до 9 создается еще одна крошечная планета, вращающаяся вокруг главной планеты. На этом этапе мастер может выдерживать гравитацию в 1000 раз превышающую земную. Самоуничтожение эксперта уровня планеты имеет силу ядерной бомбы. Псионики на этом уровне могут сканировать до 1000 метров своей духовной энергии на Земле. Скорость составляет около 5000 метров в секунду, продолжительность жизни – 1 тысячелетие. Благодаря высокой концентрации энергии на планете, культиватор значительно усиливается. Планета внутри мастера имеет свое собственное магнитное поле. Перенастраивая его, можно противодействовать магнитному полю планеты, позволяя свободно летать. На этом уровне мастеру больше не нужно дышать, и он может остановить свое сердце на 30 минут без каких-либо последствий. А самые невероятные гении планетарного уровня имеют домен или сферу, как это было в случае с Хуной. Однако в рамках вселенной этот уровень по-прежнему считается самым простым и начальным. А вот следующий, наверное, самый популярный и самый распространенный среди борцов – уровень звезды. Когда Лофен участвовал в миссии и в заданиях в закрытых пространствах, то там принимали участие миллионы борцов 9 уровня звезды. Внутренняя планетарная система преобразуется в звездную систему. Такие существа могут некоторое время находиться в открытом космосе и способны преодолевать короткие расстояния в полете. На обычных планетах они могут быть королями и повелителями, но в масштабах всей вселенной они считаются обычными солдатами, телохранителями или бойцами. Сила и способности на данном уровне уже считаются очень мощными. Они могут видеть вещи на расстоянии сотен километров, могут доминировать над большинством коренных пограничных планет с этой силой. Небольшой процент уровня звезды имеет домен или сферу, и только самые уникальные гении звездного уровня во вселенной шагнули через врата к изначальным законам. Продолжительность жизни – 1 эра, или 10 тысяч лет. Лофен на уровне звезды повидал много приключений и сражений. Следующий, 5-й уровень культивации – уровень вселенной. В среднем в каждой галактике рождается один эксперт вселенского уровня.
Начальный культиватор уровня Вселенной в 40 раз сильнее, чем мастер на 9 уровне звезды. На этом уровне духовная энергия – разум, физическая энергия – тело и генетическая энергия естественным образом достигают гармонии. И слияние этих сил производит энергию, которая может оказывать контролирующее воздействие на окружающее пространство. При прорыве на уровень Вселенной поглощенная космическая энергия образует вихрь, и 9 миниатюрных звезд расширяется в 10 раз от своих первоначальных объемов за долю мгновения. Звезды, теперь напоминающие огненные шары, продолжают расширяться, в результате чего образуется большое количество туманностей, звездных скоплений, пыли и большое количество крошечных планет. Они образуют галактику-водоворот с 8 спиральными рукавами. В ядре галактики находятся десятки миллионов крошечных звезд, а крошечная первая черная дыра будет медленно поглощать окружающие объекты, чтобы генерировать больше энергии. Каждый новый уровень от 1 до 9 формирует новую черную дыру. Продолжительность жизни 10 эр, то есть 100 тысяч лет. Обычно требуется от сотен до тысяч лет, чтобы перейти от 1 уровня Вселенной к 9. Однако крупнейшие страны и компании могут использовать кабину питания, что позволяет пройти эту эволюцию за несколько месяцев. Эксперт 9 уровня Вселенной считается значимой личностью в рамках Вселенной. Этого достаточно, чтобы править галактикой. И это один из сильнейших людей в цивилизации низкого уровня. Ло Фэн на уровне Вселенной проходил испытания в городе первичного хаоса, а в турнире гениев он победил на 9 уровне звезды. 6-й этап культивации. Хозяин области или лорд домена, как в оригинале. Крайне могущественные эксперты. Они относительно редки. За период в миллионы лет Империя горы Черного Дракона произвела только одного хозяина области. При прорыве на этот уровень их сущность души в форме галактики с 9 черными дырами будет слита, чтобы сформировать одну большую черную дыру. Галактика внутри человека будет полностью поглощена этой большой черной дырой и сформирует ядро жизни. Они начинают формировать внутренний мир и взращивать его. Это то, что происходит, когда лорд домена продвигается с уровня 1 до 9. Только уничтожив ядро жизни, можно убить хозяина области, иначе он сможет полностью восстановиться. Лорд домена может скрывать свою ауру внутри своего ядра жизни, делая внешний мир неспособным точно обнаружить его присутствие, если только он сам не решит высвободить свою ауру. Хозяин области, признанный изначальными законами, считается невероятным гением. Благодаря обладанию ядром жизни, которое может быть размещено в любой части тела, хозяин домена может пережить обезглавливание. Их можно убить только уничтожив их ядро жизни. Хозяин области может считаться королем империи. Цивилизации низкого уровня будут сражаться за обладание экспертом уровня хозяина области. Продолжительность жизни 1 миллион лет или 100 эр. Тело клона Ло Фэна и тело Золотого Гиганта как раз на уровне хозяина области, а его человеческое тело на 9 уровне Вселенной. К сожалению, видео получилось и так очень большим, поэтому следующие уровни мы рассмотрим в другом ролике, начиная с уровня хозяина мира или мастера мира. Если вам это интересно, поставьте побольше лайков. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам такой сложный и огромный мир в Пожирателе звезд. Подписывайтесь на канал и всем пока.